Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я по многочисленным просьбам продолжаю серию украшения огромных тортов. Украшение подобных тортов не так хорошо освещено в интернет-пространстве, поэтому я стараюсь в своих видео как можно больше рассказать о таких тортах и как с ними работать, как украсить их самыми простыми и доступными насадками и как вообще с ними справиться с такими тортами, чтобы композиция получалась всегда достойной, красивой, и как ее правильно расположить, и опять же пользоваться самыми простыми средствами для этого. Украшать буду белково-заварным кремом я этот торт. Итак, торт у меня здесь 42 на 32 сантиметра размером с большой противень. Торт я уже покрыла белково-заварным кремом. Для этого я сварила крем на 150 грамм белка. Бока торта я особо не выравнивала, потому что сейчас я буду наносить на них структуру с помощью зубчатого шпателя. Здесь я выберу у шпателя самый мелкий рисунок. Шпатель я держу немножко под наклоном и делаю самые простые волнообразные движения. Все то же самое я проделываю со всех сторон торта. Сейчас я проделаю то же самое еще в другую сторону, чтобы нижняя часть боковины также у меня была с орнаментом. Делается это все очень просто и быстро. Это можно даже ножом для хлеба сделать. У меня есть шпатель, поэтому делаю шпателем. Подложка у меня здесь самодельная. Как сделать такую подложку самим в домашних условиях, я видео оставлю в описании к данному видео. Ссылку я оставлю. Итак, орнамент я нанесла. Теперь я буду делать бортики. Для этого я окрасила часть крема в бордовый цвет. И из кондитерского мешка я делаю такую полосу в том мешке, из которого я буду уже отсаживать бортик. С насадкой уже мешок. Где-то в сантиметр достаточно здесь этой полоски с одной стороны. И оставшееся пространство мешка я просто заполняю белым кремом. Насадка у меня здесь номер 13. Самая маленькая звездочка открытая, 3 миллиметра. И смотрите, здесь, чтобы вот эта полоса бордового цвета всегда была сверху, насадку держим так, чтобы у меня в мешке крем тоже был сверху. Вот это очень важно. А все остальное делается очень просто. Завиток вправо, завиток влево. И видите, полоса из крема, из бордового для ориентира всегда у нас сверху. Хотите сбоку, делайте сбоку. Но мне нужно было именно, чтобы ее было заметно, чтобы она была сверху. Все то же самое я проделываю по всем бокам торта. На обтяжку торта я варила крема белкового из расчета порции на 150 грамм белка. Вот размер торта, видите, моя ладонь, и какой огромный торт. Просто вам для ориентира я показываю. Торт весь по бокам у меня уже украшен. Сейчас я ставлю его в холодильник и буду делать цветы. Для цветов, для роз я беру насадку 128, розы 2,5 примерно сантиметра на выходе. Я ее сделала более узкой плоскогубцами, то есть я ее заузила. Можно делать это все без рисового конуса, просто на кремовой подушке. Окрашивала крем в пакете я по тому же принципу, что и для бортиков. И смотрите, здесь я намеренно делаю такие геометрические как бы стороны у розы, чтобы они были немножко угловатыми.
Это мне нужно для того, чтобы эти розы потом выделились в моей цветочной композиции. Сам крем у роз я окрасила таким слегка лимонно-желтым цветом, то есть буквально дотронулась до белого цвета. Я сделала 7 розочек. Здесь у меня насадка травка просто с желтым кремом и насадка изогнутая роза, она у меня без номера, 2 сантиметра на выходе. Она есть в каждом наборе для кондитера. Обычная совсем насадка. Сейчас я буду делать такие фантазийные цветочки. Делаю основание для них и делаю 6 таких вот лепесточков. Подрагивающими такими движениями слегка. И в произвольном порядке делаю эти лепестки. Как такой тканевый цветочек получается. И серединку делаю из насадки травка. И чуть поменьше показываю вам, как сделать такой же цветочек. Эти цветы делаются буквально за минуту. Очень быстро. И когда нужно действительно быстро и много таких цветочков, они очень достойно дополнят цветочную композицию. И здесь цвет я окрашивала. Красный я смешивала и желтый, именно для лепестков. То есть не оранжевый, а вот именно, чтобы был немножко более приглушенный. Оранжевый даст такой более сочный цвет, а мне этого не хотелось. Цифры из мастики я сделала в молде. И сейчас я делаю кремовую подушку, чтобы выставлять туда уже все цветы. Начинаю, конечно же, из центра, с самых крупных цветов. Здесь я сделала 6 вот этих фантазийных цветочков и 7 розочек. Весь торт у меня будет выдержан примерно в одной и той же цветовой гамме, что мне и нужно было. Но все цветы у меня очень разноплановые, и поэтому они смотрятся все немножко по-разному. То есть они не сливаются все в одну массу, благодаря их форме. По краям, конечно же, более мелкие цветы ставлю назад также. И видите, цветы я устанавливаю без поворотного столика, потому что я уже неоднократно в своих видео говорила то, что для таких огромных тортов очень большая проблема – это то, что он может сдвинуться на бок на поворотном столике. Такое, к сожалению, бывает. Поэтому для уже подстраховки я отсаживаю цветы, всегда стараюсь это делать именно без поворотного столика. Здесь насадка тюльпан у меня самая обычная, любую можно брать, какая есть у вас в наличии. И я просто розовый цвет взяла, нежно-розовый цвет у крема, и сам мешок я окрасила здесь бордовым. Опять же, чтобы не выходить из общей тональности торта. Сейчас насадкой 128, которой я делала розы, я делаю такие незамысловатые бутончики роз. Фантазийные тоже, чтобы заполнить огромное пространство пустое на этом торте. Для цветов я варила также крем отдельно и тоже из расчета порции на 150 грамм белка. Здесь у меня насадка лист тюльпана и цвет крема хаки. Выборочно ставлю в тех местах, где считаю нужным, не увлекаясь этими листьями, потому что у меня будут сейчас еще и другие листья. Здесь насадка лист номер 70, 10 мм примерно на выходе, и цвет крема травяной зеленый. Листьями тоже не увлекаюсь, чтобы не было слишком много зелени в этой композиции. Там, где это уже очень необходимо, отсаживаю листья.
Сейчас я развела зеленый пищевой гелевый краситель в холодной кипяченой воде до нужной мне консистенции, чтобы он хорошо прорисовывался, этот краситель у меня на торте. И постоянно омакиваю обычную небольшую кисточку в этот краситель и рисую вот такие незамысловатые веточки. Начинаю, конечно же, сзади, чтобы мне посмотреть вообще, как идет краситель, как вообще наносится это все на крем. Кисточку нужно постоянно омакивать в эту окрашенную жидкость, потому что иначе, если мы этого не сделаем, я сейчас вам покажу, это будет просто выглядеть такими неаккуратными разрывами на белковом креме. Вот здесь я не смочила кисточку, и видите, уже царапается все это по крему. То есть кисточку постоянно смачиваем. Итак, я делаю веточки около всей этой цветочной композиции большой. Дополняю листьями вот эти стыки веточек и самих цветов. Здесь я взяла сахарную посыпку бордовый с белым цветом и присыпаю слегка вот эти веточки и пустое белое пространство. И в принципе мой торт уже готов. Как выпекается бисквит к такому огромному торту, есть подробное видео на моем канале «Бисквит размером с противень» и «Шоколадный ванильный». Ссылки оставлю в описании к данному видео. Торт весом практически около 6 килограмм у меня составил. Внутри у меня ванильный бисквит без разрыхлителя, чудо-бисквит. Творожный крем есть также на моем канале и малина. Вот так торт выглядит со всех сторон. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.